Доброе утро, Стоп Гейм! В эфире новости игрового мира. Состоялся релиз Anger Food, 3D-аналога Hotline Miami, в котором мы наводим порядок в городе не только при помощи пушек, но и своих двоих. Наша задача — очистить дерьмогород от антропоморфных гангстеров. Способности меняются в зависимости от надетых кроссовок. Обычный пинок может стать ураганным комбо из ударов, поджигающим пенделем или разрывающим подпердачником. Критики оценили игру в 73 балла из 100. Пишут, что Anger Food — это яркая, сложная и чертовски смешная игра, от боевки которой трудно оторваться. У нее есть все шансы стать культовой, пусть тут и есть что доработать. Занятно, что мнения рецензентов разделились по одним и тем же вопросам. В то время как одним дико зашли экшен и юмор, другие ругают проект за те же самые аспекты. Посмотрим, как отреагируют игроки. Отзывов в Steam пока что совсем мало, но на основе 89 обзоров у Anger Food на данный момент вырисовывается очень положительный рейтинг в 96%. Игра доступна только на ПК. Чуть-чуть не дождалась компания Arc System Works трейлера для Double Dragon Revive. Спустя сутки после анонса трейлер таки появился. А еще появились первые подробности. Геймплей останется простым и интуитивно понятным. В общем, таким же, каким был и 30 лет назад, только с более современным управлением и балансом. При этом боевую систему оказуаливать не стали. Она потребует от вас адаптироваться и подбирать разные умения, исходя из поведения противников. По тому же принципу придется подбирать оружие и использовать уникальные черты уровней. Double Dragon Revive стартует в 2025 году на ПК, PlayStation и Xbox, без русского языка. Симулятор управления парками развлечений Planet Coaster получит сиквел. Студия Frontier объявила о разработке второй части, которая порадует фанатов появлением аквапарков. Можно будет сооружать самые разнообразные водяные трассы, от ленивой прямой реки до лихо закрученных спиралей и водных американских горок. Секвенсор событий позволит создавать захватывающее шоу аниматроников. Инструменты для строительства улучшат и расширят, а также добавят 4 новые темы для вашего парка. По-прежнему придется менеджить бюджет, следить за безопасностью и учитывать желания посетителей. Наконец, в игре появится возможность делиться с друзьями сейвами и строить парк по очереди, соревноваться в таблице лидеров и выкатывать свои творения на всеобщее обозрение. По чужим паркам можно даже будет прогуляться. Выход Planet Coaster 2 запланирован на ближайшую осень. Платформы ПК, PS5 и Xbox Series, но снова без перевода на русский язык. Студия Spiders назвала дату, когда Gridfall 2 The Dying World отправится в ранний доступ Steam. Это произойдет 24 сентября текущего года. Полноценный же релиз состоится где-то в 2025 и уже не только на ПК, но и на пятой плойке и Xbox Series. Не желаете отведать жареных гвоздей? Разработчики Teenage Mutant Ninja Turtles Mutants Unleashed анонсировали дату релиза и выкатили свежий трейлер игры. Mutants Unleashed — это сюжетный битэмап-платформер, повествующий о событиях, разворачивающихся после мультфильма «Черепашки-ниндзя. Погром мутантов». Четверке присмыкающихся любителям пиццы предстоит сразиться с таинственными существами, заполонившими Нью-Йорк, и выяснить, откуда те явились. Каждый герой имеет собственное древо умений и уникальные приемы. Новые локации будут открываться по ходу укрепления отношений с союзниками. А пока вы будете кататься на скейте, прыгать по гаражам и собирать коллектиблсы, вам повстречаются куча знакомых персонажей. Проходить игру можно будет как в одиночку, так и в кооперативе с товарищем. Mutants Unleashed заглянет на все платформы 18 октября. А всего через неделю, уже от текущей даты, фанаты черепах смогут прикоснуться к другой игре по мотивам ТМНТ — Splintered Fate. Ранее она была доступна эксклюзивно в Apple Arcade. Теперь же список платформ пополнят ПК и Nintendo Switch. В Splintered Fate мы должны спасти Сплинтера из лап клана Ноги, чему активно будет мешать новая напасть, появившаяся вместе с загадочными порталами. Говорят, за ними скрывается нечто пострашнее, чем Шреддер и его прихвостни. Портированную версию можно будет играть в кооперативе на 4 персоны. 17 июля игра залетит на Switch, а вот на ПК только где-то в 4-м квартале 2024.
На этой неделе титул лучшего блога и наградную косарямбу получает только одна работа, и принадлежит она Royal Cheese, выкатившему блог с размышлениями на тему записок в играх и кино. Как киноделы и разработчики используют этот прием, в каких случаях он идет во благо, а в каких во вред. В общем, зачетно. Ссылочку оставил в описании. Жили фанаты игр Bethesda счастливо до того дня, когда коварный Тодд Говард не врубил свои Next Gen апдейты и не поломал огромное количество модификаций. Ведь на них-то все эти игры и держатся. Проблемы возникли в том числе и у команды, трудящейся над монолитным модом для 4-го Fallout под названием Fallout London. Они решили взять дополнительное время, чтобы подогнать проект под актуальную версию игры, однако справиться с этой задачей умельцам пока не удалось. Потому они предложили такой вариант — просто откатиться к предыдущей версии Fallout 4. По словам руководителя проекта, Next Gen Update недостаточно стабилен, даже после нескольких патчей от Bethesda. Постоянные обновления никак не помогали процессу модостроения и принесли с собой лишь полнейшее отчаяние. Каждый сбой вынуждал команду начинать все тесты заново. Тем не менее, моддеры рассчитывают в будущем все-таки подружить Fallout London с Next Gen, но только когда эта версия станет более стабильной. А даты выхода у модификации по-прежнему нет. Сейчас Лондон проходит тестирование качества в GOG. Работа оказалась настолько масштабной и увесистой, что через тот же Nexus Mods ее загрузить просто не удалось. Видимо, от старта Fallout London нас отделяют только специалисты GOG. Репортер из The Washington Post выяснил, что в стенах Riot Games помимо 2XKO разработчики трудились над еще одним файтингом по вселенной League of Legends. Правда, он не добрался даже до анонса. Игра под рабочим тайтлом Pool Party должна была стать платформенным файтингом наподобие Super Smash Bros. Прототип отменили еще в конце мая, когда над ним работало от 7 до 8 десятков человек. Изначально Pool Party планировалась как киберспортивная дисциплина, поэтому и сложность у нее должна была быть соответствующая, но затем акценты сместились, и проект начал целить в казуальную аудиторию, отчего в игре появились элементы вечериночных игр. Отмена была обусловлена переоценкой потребительского интереса к конкуренту Smash Bros. А по сообщениям некоторых источников, авторов напугала ситуация с другим платформинговым файтингом Multiversus, оказавшимся провальным. Вот они и засомневались насчет Pool Party, ну и в конце концов отменили ее. Ну а с 2XKO все идет по плану. Релиз в 2025, а тесты проведут в августе. Целых 10 минут геймплея представили создатели детектива Nobody Wants to Die. Сюжет начинается с обнаружения трупа мужчины, подвешенного на дереве, почти как в Disco Elysium. Только действие разворачивается в 2329 году в Нью-Йорке, в котором балом правят ар-деко, перенос сознания из тела в тело и подписочные сервисы. Ух, аж до муражек. В общем, для заинтересованных оставил ссылочку в описании. Игру ждем 17 июля на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series. Фильм по Borderlands выйдет в прокат через месяц, но закрытые показы уже прошли, и то, что говорят очевидцы, как-то не вдохновляет. По словам тех, кому довелось посмотреть это кинцо, нас не ждет ни юмора, ни пищи для глаз. Фильм называют просто ужасным, каст отвратительным. А еще шутят, что это будет самая точная игровая экранизация, намекая на качество Borderlands 3, чья оценка на Metacritic до сих пор болтается в районе 5,5 баллов из 10. Киношную борду начнут показывать с 8 августа. Фильм официально завезут в Россию. И на этом все. По традиции приглашаю вас на наш сайт. Там вас дожидается текстовый обзор от Алексея Лихачева, посвященный The First Descendant. Приятного ознакомления и отличных выходных!